Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Василий Криптонов. Эра огня. Книга 4. Костер в ночи. Пролог. Дансаули опустилась на землю перед закрытыми воротами крепости. Она не оглядывалась, но знала, что за спиной у нее беззвучно приземлились 4. Не просто охрана, но лучшая, какую только можно было найти. Оставшиеся в живых люди Искара, человека, которого Дансаули называла отцом. «И что?» — громко спросила она у ворот. «Они полагают, что я буду ждать?» Она могла бы и перелететь через ворота, но это было бы грубым нарушением этикета. Новоиспеченная глава клана Воздуха пока не хотела портить отношения с Дамонтом. На Логаамар, этого клоуна подводного, ей было плевать, но Дамонт... От него слишком многое зависело. Не прошло и 10 секунд, как ворота раскрылись. 2 рыцарей, несущих вечный караул, застыли непоколебимыми изваяниями. Посреди открывшегося прохода стоял рыцарь в красивых, покрытых узорами доспехах. Он низко поклонился гостье, но та в ответ лишь стиснула зубы. Кавиотес. Один из тех, кто убивал людей отца на той злополучной свадьбе. Не отца, нет. Отчима. Надо учиться, запоминать. Ее отец — глава клана. От него она унаследовала свой нынешний статус. «Приветствую вас в крепости, госпожа Дансаули», — спокойным голосом произнес Кавиотес. «Для вас приготовлены подобающие покои, и если вы соблаговолите...» «Я прибыла на совет», — нетерпеливо оборвала его Дансаули. «Если Логаамар еще не прибыл, я, разумеется, подожду». Логаамар прибыл еще вчера. В свою очередь перебил ее Кавиотес. Дансаули вздрогнула от ярости. «Вот как? Они уже сутки тут ведут переговоры у нее за спиной? Они все решили? Что ж, тем хуже для них, если решение ей не понравится». «В таком случае не вижу смысла тянуть», — сказала она. «Проводите меня туда, где состоится совет, и пусть он уже состоится». К такому она была не готова. Дансаули ждала, что ей не пойдут навстречу. Ждала, что придется долго и мучительно торговаться с этими старыми матерыми политиканами, но такого она даже вообразить не могла. «Я не понимаю», — сказала она, стараясь, чтобы тон ее был холоден, но сама же чувствовала, голос дрожит. Все 3 глав сидели в просторном кабинете ректора Дамонта. Все, по устоявшейся традиции, держали руки на столе так, чтобы видно было, никто не пользуется печатями. Охрана Дансаули стояла у нее за спиной. Логаамара, который сидел напротив нее и изо всех сил прятал взгляд, не охранял никто. За правым плечом сидящего во главе стола Дамонта застыл Кавиотес. Позерство. Как будто он сможет что-то сделать против ее людей. Здесь, сейчас, когда им не нужно разрываться на части между столькими противниками. «Видите ли, юная госпожа», — улыбнулся Дамонт. «Я не потерплю подобного обращения», — повысила голос Дансаули. От ее взгляда не укрылась усмешка Логаамара. Старик ухмылялся так, будто перед ним сидела расшалившаяся внучка. Поняв, как нелепо прозвучал ее выпад, Дансаули покраснела. «Прошу меня простить». Дамонт приложил ладонь к сердцу. «Госпожа Дансаули. Глава клана — крайне ответственная должность, требующая помимо ума, воли и нравственных качеств еще и немалого жизненного опыта.
Ваш отец принял на себя это бремя, когда ему было 60 лет. Я в 74. Господин Логаамар. Тут он вопросительно посмотрел на Логаамара. 138, проскрипел тот, и не был уверен, что справлюсь. Денсаоли сжала кулаки, стиснула зубы. «Вы слишком юны для этой должности», — продолжал Дамонт, глядя на нее без улыбки. «Вы не можете увидеть всю картину, несмотря на весь ваш блестящий ум. А потому переговоры эти я не считаю политическими. Пока не считаю. Пусть это будет дружеская беседа. И я, руководствуясь исключительно дружескими чувствами, позволю себе дать вам совет». «Что?» — усмехнулась Денсаоли. «Уступить место кому-то из отцовских советников?» «Ни в коем случае», — покачал головой Дамонт. «Должность ваша по праву. Никто этого не оспорит. Однако я бы посоветовал вам на первых порах воспользоваться услугами регента. Это человек, который будет от вашего имени...» «Мне известно, что означает это слово». Денсаоли едва сдерживалась. «И с кем бы вы хотели иметь дело?» Главы переглянулись. Дамонт вздохнул и раскрыл карты. Госпожа Акади. Она представительница древнего рода. Кроме того, на ее стороне возраст, мудрость и опыт. Она прекрасна и не единожды зарекомендовала себя. «Мать этой проклятой подстилки Авеллы, которая к тому же носит печать огня?» — перебила Денсаоли. «Вы думаете, что говорите?» «Мы как раз об этом», — прокряхтел Логаамар. «В юности суждения резки и слишком категоричны. И так всегда, так со всеми. Не принимайте на свой счет, моя дорогая. Сегодня мы оглядываемся на себя 20-летней давности и видим такие же скоропалительные решения, которых не стоило принимать». Денсаоли задыхалась. Ей казалось, что она сходит с ума, что стены сжимаются вокруг нее. «Уничтожение?» — прошептала она. «Уничтожение клана огня — ошибка? Вы это пытаетесь сказать?» «Не пытаемся», — жестко ответил Дамонт. «Говорим. 2 десятилетия показали, что мы зашли в тупик. Магия существует лишь в равновесии. У меня был 10-й ранг, когда я сражался в Великой битве. За прошедшее время он упал до 8. А 2 дня назад, когда сэр Мортогар едва не открыл вулкан Йергар, мой ранг поднялся до 11. Я не просто вернул свое. В моем возрасте поднять ранг — задача почти невыполнимая». «У меня ресурс проседал до 100, — поддакнул Логаамар. «Теперь он 10 000. Я поверить не мог, что такое возможно». «Не желаю этого слушать», — Денсаоли стукнула по столу обоими кулаками. «Вы, должно быть, сошли с ума или нарочно издеваетесь. Клан огня — воплощенное зло. Из-за них людей приносили в жертву тысячами. Из-за них...» «Госпожа Денсаоли». В этот раз Дамонт позволил себе мягкую улыбку. «Вы почти дословно цитируете учебники истории, которые были написаны под нашу диктовку. Это как минимум забавно. Прошу, проявите мудрость и доверьте управление кланом регенту. Хотя бы на ближайшие 20-30 лет. Не устраивает кандидатура Акади? Хорошо, выберите другого. Но пусть это будет человек, который видел битву». «Я не для того явилась, чтобы...» Денсаоли с трудом проглотила слезы обиды и выпалила. «Я требую, чтобы вы объявили в розыск тех людей, которые... Они... Это Мортогар, Наца, Авелла, Лариотис». «Нет», — сказал Дамонт спокойно. «Ах так, нет? Хорошо.
Тогда позвольте моим людям самим найти их. И тут мой ответ будет отрицательным, госпожа Денсаоли. Ордена убийц — это язвы на теле общества. Позор. То, что подлежит уничтожению без суда и следствия. Те люди, которых вы перечисляете, приняли живое участие в уничтожении сразу 2 орденов. «Раскрытии и уничтожении», — вернул Лагомар. «Труднее всего их раскрыть». «Совершенно верно», — согласился Дамонт. «Перечисленные вами люди оказали услугу не только мне, но и вам». «Но они же маги огня!» — взвизгнула Денсаоли, полностью утратив контроль над собой. «Прошу заметить, что печать огня была и на руке вашего отчима, почтенного Искара. Кстати, позвольте выразить вам мои глубочайшие соболезнования в связи с утратой. Для вас должно быть настоящим шоком было выяснить, что человек, которого вы знали и любили всю жизнь, оказался главой Ордена Убийц. Я и предположить не могу, будто вам было известно об этом заранее. И, разумеется, чистая случайность то, что 4 из его людей сейчас сопровождают вас». Денсаоли почувствовала, как кровь леденеет в жилах. Ее загнали в угол, но не заступали дорогу. Пока. Она встала. «Не похоже, будто мы до чего-то договоримся». «Не сегодня», — кивнул Дамонт, тоже вставая. «Обдумайте наши слова. Политика не поле для пестования гордыни и амбиций. За каждым нашим словом, каждым действием судьбы 1000 людей. Мы управляем миром, и это сомнительное удовольствие требует немалых жертв». «Жертвы будут», — заверила его Денсаоли. «Немалые». Когда юная глава клана Воздуха покинула зал, там долго стояла тишина. Не потому, что присутствующим нужно было обдумать произошедший разговор. Просто все они знали, что заклинание «шпион» работает не дольше 5 минут. Разумная предосторожность, не более. «Как думаешь, что она вычудит?» — подал голос Лагомар. Дамонт пожал плечами. «Все что угодно. Она пожаловала сюда не с советниками, а с убийцами. Вряд ли прислушается к голосу разума». «То есть, может быть, и война?» «Может быть, и война», — согласился Дамонт. «Нужно быть готовыми, друг мой». «Я отошлю весть во все моря. Можешь на меня положиться». Дамонт кивнул так, будто услышал что-то само собой разумеющееся, и повернулся к Кавиотесу. «Приведите Милейрима, прошу. Мне кажется, настал час развязать ему руки». Когда рыцарь удалился, Лагомар спрятал лицо в трясущихся ладонях. «А я так надеялся дожить свой век в тишине и покое. Что мы творим, друг мой?» «Все как всегда», — улыбнулся Дамонт. «Пытаемся спасти мир».